2 дома, такой дом построили, такой дом красивый, вот такая отделка в доме, вот такая. Вы этим всем восхищаетесь. После этого говорите себе, после этого чувственный интеллект себе вырабатываете. Таким образом, едете где-то, о, красивый дом, красивая отделка, интересно, как там внутри, посмотрю, как вообще это все. Ходите по магазинам, в которых продается то, как в середине дома можно поставить. Рассматриваете, какой сад должен быть вокруг дома и так далее. Это все вырабатывает в человеке чувственный интеллект. Это и есть путь к тому, чтобы человек стал богатым. Смотрите, богатые люди — это люди, которые могут позволить себе покупать дорогие вещи. В случае, если человек смотрит на дорогие вещи, интересуется дорогими вещами, восхищается дорогими вещами, он развивает свой чувственный интеллект, ментально одевая на себя оболочку данных вещей в своей жизни. Тогда жизнь будет переориентироваться на то, чтобы у него были достижения и получение этого в своей жизни. Таким образом, не покупка, а развитие чувственного интеллекта является очень важным. Третье, я об этом очень часто говорю. Смотрите, чувственный интеллект касается еще и ваших переживаний. Здесь есть такой нюанс, который называется тайна времени. Чем сильнее человек хочет, тем медленнее он будет это все получать. Подчеркните это. Смотрите, я хочу, чтобы сегодня мой магазин сделал 100 тысяч. Вы сильно этого хотите? Да, не будет этого. Почему? Потому что в коллективном сознании нашего социума существует еще и принцип, который называется принцип одинакового получения всеми. И когда кто-то выскакивает из этого всего, то его могут поставить в самый зад. То есть смотрите, один человек кормит, это та энергия, которая дает, а людей желающих много. И один более нахально начинает бежать. Но здесь человек говорит: о, так вы противоречите сами себе, Андрей Андреевич, потому что если я захотела... Нет. Когда человек хочет с утра до ночи и так изо дня в день, то тогда его поставят вперед. Потому что он по чуть-чуть подпирает очередь. А когда человек сзади очереди, но его Дуйко научил, и он теперь хочет в самое начало стать, то его запхнут в самый конец. Поэтому, когда вы живете и ваше состояние... Вот я открываю компанию, она станет очень большой. Нет, не станет. Она будет очень много торговать. Нет, не будет. Почему? Много чувств. Много чувств, и вас будут ставить назад. Если человек много мечтает и сильно чувствует, то тогда его поставят при выполнении эзотерической практики назад. Второе. Как бы не было плохо с тем, что вы задумали, запомните это, как бы не было плохо с тем, что вы задумали, главной лодкой в этом всем является, или главным ключом того, чтобы это все преодолеть, является компонент терпения и ожидания. Ожидания и терпения. Смотрите, да что ж такое, у меня ничего не получилось. Открывайте мою тетрадку, там написано ожидание и терпение. Садитесь в лодочку, об этом не думайте и шуруйте. Ожидание и терпение является ключевым аспектом, прямо ключевым. В этом мире, когда все очень сильно изменилось, существует или добавился еще один аспект. Я о нем раньше не знал, но хочу о нем сказать тоже. Он называется популярность или коммуникация. Я о нем очень часто говорю. Почему? Дело в том, что проанализировав элементы своего успеха в бизнесе и вообще в своей жизни, я могу сказать, что наверняка часть из этого всего связана с коммуникацией. Дело в том, что я очень коммуникабельный человек, себя хвалить нельзя. И в тот момент, когда сейчас я говорю о коммуникации, я могу сказать, чем больше людей о вас знает, тем больше денег вы будете зарабатывать. Поэтому не бойтесь плохих каких-либо, поэтому можно быть кем угодно. Вот смотрите, как это все устроено. Я специально смотрел там Егора какого-то там Петрова, как же фамилия, в интернете есть такой очень знаменитый блогер, Руки-Базуки.
или Игорь его зовут, или Сережа, не помню, руки-базуки. Он в свое время уколол себе синтол в бицепсы, у него увеличились бицепсы и так далее. И он стал очень популярным фриком, с ним начали снимать программы, о нем начали говорить, он сейчас там... Я посмотрел, кем он был и кем он стал. Просмотрев этого человека, я могу сказать, этот человек абсолютно не развит, он абсолютно психически нездоров, у этого человека есть тысячи проблем, но он понял одну из систем. Эта система звучит так: в этом мире, в котором мы находимся, в мире ментала, о котором я уже сказал, и популярности, существует понятие: чем больше о тебе людей знает, тем больше у тебя денег. Даже если вы занимаетесь чем угодно, вот вы занимаетесь изготовлением кофеаппаратов или изготовлением кофе, и никому не популяризируете это кофе, ничего с этим не делаете. В случае, если вы начинаете снимать видео, в котором вы там себе говорите плохо или там пукнули на видео, и там с вас посмеялось 10 миллионов человек. Никто не знает, что вы занимаетесь кофе, никто не знает. С вас посмеялось 10 миллионов человек, они никак не связаны с вашим бизнесом. Можете 100% гарантированно себе сказать, что у вас появится 10 миллионов или 1 миллион долларов. Почему появится? Этот 1 миллион долларов у вас появится, потому что каким-то образом нити жизни привлекают к вам внимание, и у вас будет больше покупателей на кофе, которые будут находиться по непонятным причинам. Почему? Ваша коммуникация, то, что вас кто-то увидел, кто-то на вас подписался или не подписался, но то, что вы популярны, делает вас фактически в мире, идентифицирует вас как человека, которого знают. И знают ваш бизнес автоматически, знают ваших детей автоматически, все знают. Популярность — это точно такой же сегмент, как материальное благополучие. Поэтому увеличение любой популярности, вот у меня есть один знакомый, он очень плохой политик. И у этого человека есть целый вид бизнеса. Один из его видов бизнеса — это сдача в аренду квартир. У него там их сотни, этих квартир и так далее. Недавно с этим человеком был суд. Этого человека осудили, но он своровал очень много. Ему сказали, чтобы он заплатил от того, что своровал, 10%, потому что всего остального у него уже нет. Ну и он это с удовольствием сделал, его уже отпустили. И вот, разговаривая с ним вчера, в первой половине дня, он мне говорит: Андрей Андреевич, вы были правы. Потому что в тот момент, когда обо мне сняли видео, где меня судят, и сейчас очень большой резонанс, все это обсуждают и так далее, у меня из 100 квартир где-то 30% сдавалось, остальные не сдавались, сейчас у меня все сдались. Он говорит: вы правы, когда говорите, что когда у человека повышается популярность, то у человека повышается возможность. Это знания, которые вы должны знать как эзотерики. Поэтому обязательно работайте над популярностью, но не популярностью котов. Потому что человек говорит: я буду популяризировать, и снимает видео. Коты, цитаты — это не вы. Видео должно быть там, где вы. То есть вы говорите о чем-то, вы кому-то что-то рассказываете, вы что-то делаете и так далее. Это называется популярность. Далее, наверное, это сейчас не к теме, но все равно скажу уже, раз я об этом помню, а то забуду. В тот момент, когда человек начинает продавать где-либо, вот вы начинаете продавать в Инстаграме, я часто улыбаюсь с ваших страниц. Почему? Заходишь на страницу, там что угодно, кроме купите или кроме продайте. Что необходимо делать? Когда заходишь на вашу страницу, если она ориентирована на то, чтобы продавать, то и напишите в самом начале: продажа косметики, продажа БАДов, продажа инфопродуктов, парикмахерская, культура, искусство, продажа книг, продажа полотен, продажа живописи, которую я рисую сам, продажа вязаных шапок, продажа еще чего-то, продажа еще чего-то. То есть человек, заходя на вашу инстаграм-страницу, должен четко понимать, что он здесь увидит и что он здесь получит. Таким образом и происходит продажа. А заходишь видеоблог, чего там блогирует, о чем это все. Второе.
при своей популярности или при развитии популярности вы должны знать, что вам придется с блогерами конкурировать.